Отношение русских к другим народам и странам в средние века. Концепция «Москва – это Третий Рим, а четвертому не бывать» созревала в русском обществе долго и оформилась далеко не сразу. В целом, государства средних веков можно разделить на открытые и закрытые по религиозному принципу. К таким относились Византия, Московское царство, Османская империя, царство Китая и Японии. Что интересно, открытыми были Киевская Русь, Золотая Орда, государства-участники крестовых походов, халифаты Испании арабов. Там, конечно же, не приветствовалось приглашение людей иных религий, но не относились к ним как мало похожим на людей чудовищем, оскверняющим даже воздух вокруг себя. Если в Киевской Руси были частыми династические браки с домами Польши, Венгрии, Франции и Англии, то Московское царство было максимально закрытым для контактов как снаружи, так и внутри. Во многом это следствие влияния Византии, где точно такие же идеи господствовали до времен падения Константинополя. Другие христиане и иноверцы – это варвары, недостойные даже общения, сами византийцы – это избранный для великих дел народ, который превосходит все прочие, и если уж угроза от турок неминуема, то лучше быть под игом османов, чем под властью давних конкурентов из Рима. Так высказывались византийские деятели, пока стены города не пали, и, ужаснувшись жестокости турок, те же люди бежали на ненавистный им Запад. В Древней Руси путешествие в иноверные и особенно нехристианские земли считалось делом крайне сомнительным, туда избегали ездить, и тех, кто отправлялся за границу, могли оплакивать как покойников. Вот что говорит, например, немец Конрад Бусов в летописи московской 1613 года. «Русские, особливо знатного рода, согласятся скорее уморить, нежели отправить своих детей в чужие земли. Они думают, что одна Россия есть государство христианское, что в других странах обитают люди поганные, некрещенные, не верующие в истинного Бога, что их дети навсегда погубят свою душу, если умрут на чужбине между неверными, и только тот идет прямо в рай, кто скончает жизнь свою на родине». Между тем, Пушкин в истории Петра I приводит фамильное предание. Жены молодых людей, отправляемых за море, надели траур, синее платье. Яко тогда мнение было всех плавающих за море полумертвыми нарицать, замечает в этой же связи живший в XVIII веке историк Крёкшин. Это воспроизводилось и для низших классов церковью, говоря о том, то русский и православный человек не сможет жить на чужбине, там отравлен сам воздух, и можно просто упасть замертво, вдыхая его православным. Что, однако, не мешало крестьянам и дворянам бежать от доброго московского правления в Литву и Польшу. Само общение с иноверцами считалось опасным и предполагало ритуальное омовение. Соответственно, при приеме иностранных послов до времен смуты рядом с троном стояла чаша для умывания с тем, чтобы царь или великий князь мог умыться после того, как послы приложатся к его руке. При этом только христианам дозволялось целовать руку государя, мусульмане же к руке вообще не допускались. Этот обычай явно походит на аналоги в Османской империи, успехи которой сильно впечатляли московских царей, и многие их порядки они решительно копировали у себя, надеясь получить такой же эффект. Папский легат Антонио Посевина пишет о Иване Грозном: «Поговорив с послами любого государя, после их ухода он моет руки в серебряном тазу, так бы избавляясь от чего-то нечистого и показывая этим, что остальные христиане – грязь». Как указывает Павел Олепский, русские избегают общения с иноверцами, потому что считают чуждого, поверив в высшей степени нечистым. Никто из народа не смеет войти в жилище кого-либо из франкских купцов, чтобы купить у него что-нибудь, но должен идти к нему в лавку на рынке. А то его сейчас же хватают со словами: «Ты вошел, чтобы сделаться франком». Что же касается сословия священников и монахов, то они отнюдь не смеют разговаривать с кем-либо из франков, на это существует строгий запрет. Общение с татарами, сибирскими подданными, было на бытовом уровне менее регламентированным. Зачастую население в приграничных областях быстро смешивалось и оттого уже не показывало таких примеров брезгливости к инородцам,
часто отходя и от православия в какие-то причудливо смешанные с язычеством обряды. Но в столице, при царском дворе, нравы были намного суровее и в византийском духе превозносили себя, унижая прочих, хоть те и были богаче, сильнее и успешнее, что объяснялось дьявольской помощью им, неверным, в противовес духовной, но страдающей Московии. Голландец Исаак Масса упоминает, что при обсуждении брака Ксении Годуновой с герцогом Иоганном Датским Семен Никитич Годунов говорил, что царь верно обезумел, что выдает свою дочь за латина и оказывает такую честь тому, кто недостоин быть в святой земле, так они, русские, называют свою землю. Таким образом, все пространство делится в древнерусской культуре на чистое и нечистое. Пребывание в чистом пространстве есть признак святости. Отсюда объясняется паломничество в святые земли, пребывание в пространстве нечистом, напротив, признак греховности. Отсюда объясняется нежелание путешествовать в иноверные страны. Это приводило к чудовищному отставанию, когда русские не просто не интересовались окружающим миром, а искренне считали его обителью зла и мерзостей, где ничего не может быть полезного. Русский человек оставался уверенным в своей святости, живя так, как его деды столетия назад, в то время как греховная Европа открывала Америку, огнестрельное оружие, книгопечатание, проходившее мимо Московского царства. Причем даже попадание в плен на чужбину считалось греховным и требовало наказания. Соответственно, древнерусский духовник спрашивал на исповеди, в татарях или в латынях в полону, или своею волею не бывал ли еси, или даже в чужую землю отихати не мыслил ли еси, и накладывал епитемью на того, кто был в плену или же случайно, нуждою, оказался в нечистой земле. В русской былине жена, побывавшая за морем, обращается к мужу со словами: «Не бери меня до за белой руки, не целуй меня да в сахарные уста. Я была во той земли да во проклятоей, во проклятой и бледы безбожной. Ищи всякой-то я погоненной ласи, я поганного-то духу нахваталаси». Тысячи русских пленников в Крыму, в Орде, становились не только вне своего государства и защиты, но также и пагубными грешниками, к которым даже по возвращении было настороженное отношение. Что и объясняет часто нежелание пленных вернуться назад, зафиксированное во многих случаях при выкупе или казацком набеге на татар. Культивирование национальной гордыни глубоко укоренилось в народе, поэтому про иностранцев существовало множество поговорок, принижавших их относительно московского населения. По принципу: если он умный и богатый, то душевно нищий, а если он беден и отсталый, но просто предмет насмешек. У немца ножки тоненькие, душа коротенькая. Владимир Даль. Пословицы русского народа. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.